Даже не знаю, о чем говорить. Внутри все подсказывает, что этот ролик важен и интересен для подписчиков, а с другой стороны не так много и произошло в этом году. Да ладно, расскажу, как все есть. Вот и подошел к завершению 2021 год. Этот год является первым полноценным годом моего канала. За этот период вышло 36 роликов, и была цель 1000 подписчиков до 31 декабря, что уже завтра. А сейчас пока 905. Но ничего, идем дальше, благодаря вам, дорогие подписчики. Я сказал про полноценный год, потому что свое первое видео я опубликовал летом 2020 года, а потом был перерыв аж до конца декабря. Потому это видео я не буду учитывать. Хочу подвести итоги 2021 года, показать аналитику канала, рассказать, что было трудным, а что простым, что получилось сделать, а что не успел. А также немного о планах на 2022 год. Да, и на задний фон я поставил пару реплеев и станков для тех моментов, когда буду просто говорить. И не только реплеи. Посмотрите до самого конца. Охайо, ребят, вы во вселенной Рейбл на своем канале. Я шучу, это не обучающее видео. Итак, начну с аналитики. Если отобразить ее за все время, то увидите, что первое видео опубликовал и потом тишина. Потому включаю только за год. Комментировать цифры, думаю, не стоит, тут и так все понятно. Изначально активность была плачевная, но после выпуска пачки роликов в конце июня и начале июля все заиграло красками. Кстати, в этот период и вышел мой лучший ролик на данный момент, это ролик про рекламу. Вот такие показатели он собрал за все время. Как вы уже знаете, актуальность чуть просела, тем не менее он дальше собирает просмотры, что радует. А лучшим роликом по старту роста просмотров это мой последний ролик на канале на данный момент, тоже про рекламу. Как и первый ролик, видимо, тоже зайдет на 1000 просмотров. Я, по крайней мере, так надеюсь. Если посмотреть, то за 10 дней он собрал почти 500 просмотров, когда за то же самое время второй по активности ролик только половину от этой цифры. Все благодаря вам, подписчики. Если в целом глянуть на просмотры, то есть несколько видео с неплохими результатами, но этого, к сожалению, недостаточно для монетизации. Явно вы уже задались этим вопросом. Дело в том, что пока монетизация не подключена из-за невыполненных условий. С количеством подписчиков все окей, будут, а вот часы просмотров пока не очень. Но надеюсь, в 2022 году уже все получится. Для тех, кто не в курсе, мне нужно собрать 4000 часов просмотров за последние 12 месяцев. То есть часы просмотра за видео, которое опубликовал год назад, уже не будут учитываться. И так с каждым днем у меня будут часы отниматься и добавляться только новые. Надеюсь, вы суть поняли. Стоит также добавить и про цели канала. Часть уже выполнил, специально брал необычные цифры, чтобы было не скучно и банально. Цель на 50 тысяч, скорее всего, перенесу я на 2000. Пишите в чат или комменты, что думаете про это. К этой теме еще вернусь, когда буду говорить о планах на 2022 год. А перед планами хочу поделиться личным опытом ведения YouTube канала в течение года. Самое сложное, наверное, было начало, потому что я вообще человек спокойный и не публичный. Потому мне это в новинку, и чтобы быть более раскрытым и публичным, мне нужно выходить из своей зоны комфорта. Считаю это верным решением, пусть и непростым. Вначале было очень стрёмно записывать голос, потому что он мне не нравится, да и понимал, что еще это будет кто-то слышать, жуть просто. Но спустя время я уже привык и переборол это в себе, потому подготовка роликов ускорилась. Также я вначале подошел серьезно к вопросу о YouTube, потому подготовил все креативы для канала, шапка, лого и тому подобное, несколько раз переделывал. Может, пока все очень примитивно, но буду улучшать. Также мне моя девушка подарила микрофон, через него и пишу. Ей тоже большая благодарность за помощь в этом и поддержку в трудные моменты. Еще я возобновил активность моего инстаграма, добавил репосты в Твиттер и Фейсбук, создал группу в ВК и подготовил Patreon. Я недавно расширил также еще свой Discord канал, который изначально был для тестеров, до 4 категорий. Правила актив новости, потом тестеры, которые были изначально, и 2 категории для каналов YouTube. Про графику и разработку, мой текущий канал, и для канала про игры, который только будет. Настроил роли и прочие моменты, чтобы канал был удобным и качественным. Что ж, без соцсетей сейчас никак, так что подписывайтесь и туда, кто еще этого не сделал. Все ссылки в описании. Также хочу напомнить, что все вопросы задавайте только в Discord сервере, не в LS.
Я это делаю не просто так. Аудитория растет, и вопросов в ЛС все больше и больше. И эти вопросы в Телеграме, в ВК, в ЛС в группе ВК, в Инстаграме. Также отвечаю на все комментарии под роликами. По крайней мере, стараюсь их более-менее оперативно отвечать. А проверять все сообщения и отвечать становится все очень сложно. Учитывая, что у меня есть еще и основная работа. Потому все вопросы только в Discord по двум причинам. Первое, я просто раз в день там проверяю канал и смотрю, что кто написал. А второе, вы сами сможете себе помочь в случае моего долгого ответа. Надеюсь на ваше понимание. Если что, на заднем фоне пьют водичку крыски. Ну, все как обычно. Что ж, с 2021 годом завершаем, и теперь скажу пару слов о планах на 2022. Главный пункт — это не останавливаться и продолжать, потому что роликов в планах немало, как минимум делать дальше уроки для курса по C#. Делаю не быстро, потому что хочу сначала набрать аудиторию для канала с помощью других роликов, а эти уроки направлены больше на узкий круг людей. Также есть много мыслей про другие темы, среди них такие как разные методы сохранения информации в игре, плюс шифровка как вариант, оптимизация игры, загрузка больших файлов в Play Market и тому подобное. Например, вторая часть Деградатора, а то он уже собрал не 100 лайков, а 150. Так что большое спасибо подписчику, кто об этом написал в комменты. А то я думал, этот ролик будет вечно собирать эти лайки и как-то не проверял. Все темы раскрывать не буду, потому что видео, которые будут вне очереди, сдвинут график основных. А то сейчас скажу, что там такая-то тема урока, а выпущу ее через год. Нехорошо будет по отношению к вам. Итак, внимание! Важным событием в 2022 году будет создание второго канала YouTube про игры при достижении 2048 подписчиков и старт стримов на платформе Twitch. Также по возможности будут стримы и на этом канале про разработку и 3D-графику, где буду делать что-то в прямом эфире. Если вам такое интересно, вы знаете, куда писать. На самом деле, я уже несколько месяцев немного стримлю на Twitch, но просто пока привыкаю к новому уровню открытости, потому что, как я говорил ранее, что для меня это было трудно. Но тут не просто запись видео, а прямой эфир. Так что пока у меня статус ТПП. Тестирую, проверяю и привыкаю. И буду рад вас видеть на своем Twitch-канале, когда текущий канал достигнет 2000 подписчиков. Явно те, кому это интересно, скажут, а что за игры ты будешь стримить? Отвечаю, что самое разное. Как вы уже поняли, это будут танки, судя по заднему фону. Также это будет CS, Warzone, Crew 2. Этот список еще могу дополнить такими играми, которые в целом играю, но намного реже. Этот список, конечно, огромный, но часть из них это Euro Truck Simulator 2, For Honor, Trackmania, PUBG, Age of Empires 3 или 4. 4 просто очень хочу поиграть, но я ее пока не покупал. А потом Among Us, есть неплохая команда, с которой можно будет там потусить. Вот, потом также GTA 5, возможно Day by Daylight, Valorant, но я в него так и не поиграл, но он установлен. Но зараза просто не хочет запускаться на винде. Хотя так как я люблю в CS поиграть, то Valorant тоже очень хотел бы. И Apex Legends. Также иногда играю со своей девушкой в игру про открытый мир лошадей, Star Stable. А там игра больше для девушек, но она интересная своим замыслом и спокойствием. Потому составляю там компанию. Чики-таки-таки. О, вот это вот агрессивный танец. Новый стиль агрессивный. И ушла. Конечно, не будешь я. Я танцующая тыква. Ой, упала. Оу, она тыка стоит. Ну ладно. Да. Чики-чики. Я тоже хочу чики-чики. У нас видишь, Адиана, а? Я тоже так делаю, я тупо за тобой повторяю. Я просто повторяю за тобой. Давай. А, фиг тебя, видишь, я потеряю. Пока, оставайся тут со своей шизофренией. Тын-тын-тын. Да хватит ее гладить, что ты делаешь? Садись на нее давай. Так куда ты? Села, блин, на землю. Ты молится, будто этой лошадки. Я не могу. Так, ой. А когда будет достаточно зрителей на канале Twitch, хотя бы средний онлайн более 50 человек, тогда хочу подключить серию игр Ассасина и пройти снова Mad Max. После них можно будет и другие сюжетки поиграть. В общем, работы много на обоих каналах. Что ж, думаю, это относительно короткое и простое видео можно закончить. Надеюсь, было интересно и, может, даже полезно в каком-то роде.
Если я что-то вдруг упустил, такие темы, которые бы вам были бы интересны, пишите про это в комментарии или в чате, я это сделаю себе заметки на следующий год. С наступающими праздниками вас, а у меня еще и 2 января днюха, так что тусить буду дольше, получается. Аригато, ребят, и до новых роликов в следующем 2022 году. А сейчас несколько видео и стримов, пока у вас есть возможность задать какие-то вопросы в чате. Шлепс 1, шлепс 2. Страж пока. А что ему еще делать? Блин. Подъезд, Данька. Бойное дуо. 1 хп. Блин, вовремя. Бля. Это кек. А, это нормально, это красиво, красиво. Такого я никогда в жизни не видел. Хорош. Хорош. Спасибо. Тебе тупо челик помог. Пацаны, я бы, честно, сгорел и вырубил. Это да. Вообще, ты... Это так раунд стоит.